Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl child. Вера и Надежда — это две сестрички, очень жесткие манипуляторши. Одна без другой жить не может. Кстати, они близняшки. Вера — это убеждение, вера во что-либо. А в основном она слепая, так как не имеет фундамента, фактов. Надежда — это эмоция, искусственно созданная, самообман. Нырнем поглубже. С рождения в нас вливают 99,9% слепой веры, 3 шестерки. Страшно, но это потом. Это солнце, небо голубое, зима, сосульки. И все верят в эти писюльки, вернее писания. Первая фаза слепой веры. Мама, папа, дедушка, бабушка, все окружение. Хорошо, плохо, реально, нереально, правильно, неправильно, получится, не получится, вкусно, невкусно и так далее. Вторая фаза – это школа, укоренение слепой веры, наука. Ученые доказали, что вы поверите всему, если вам скажут, что ученые доказали. Формируется алгоритм подчинения. Работа или задание учат читать, писать, считать. Актуально только чтение. Умея читать, можно добиться всего. Калькулятор в любом телефоне и голосовой набор имеется. Третья фаза. Армия, институт. Это финальный алгоритм искривления психики. После 15 лет вдалбливания в голову этой информации любой поверит не только в то, что он может летать, а и в то, что все может летать и находится в постоянном движении. С верой можно завязать, если придет осознание, или когда не просто петух клюнет, а прилетит в виде и не раздолбит голову релевантными вопросами, адекватными, после которых Вера Ивановна уйдет на пенсию. В общем, фундамент веры – это вера. Вера в то, что нам сказали, показали или ученые доказали. Но мы этого никогда не видели, не слышали, не нюхали и не щупали. После осознания именно этого так и хочется все это проверить. Надежда Ивановна уже заскучала. Штирлиц тешил себя надеждой, Надежда тихо постановала. Надежда – это самообман, отговорка. В момент формирования мысли о позитивном событии вы перекладываете ответственность на вероятность, которая возможно произойдет. Это как навязанная вера, но надежду вы сами в себе сформировали. Чем обычно надежда заканчивается, особенно в отношениях? Человек осознает, что ждать что-либо – это самообман, особенно если вторая сторона не заинтересована в вашем ожидании. Если реально взвесить события, то надежда исчезает. Рациональное мышление преобладает над эмоциональным. Самообман – это энергозатратный процесс. Энергия уходит в никуда. Как понять самообман? Задайте себе вопрос: это решает мою проблему? Если нет, вы сами поняли. Понятно, что всем нам надо во что-то верить. Но не является ли объектом веры очередной стереотип, который передается из поколения в поколение? Или очередной закон, научно доказанный, или события, которые нам показали по телеку, а мы опять верим, но мы же там не были. Суть не меняется, это слепая вера. На самом деле, во что бы вы ни верили, все процессы формируются у вас в нейронах, в голове. Если мы получаем малейшее подтверждение нашей веры извне, то она еще больше усиливается. Как вы уже поняли, мы верим в себя. Осознание того, что только мы в ответе за то, что происходит в нашей жизни, кардинально меняет вектор вашего развития. Верьте в себя и надейтесь только на себя. Вера живет в нас, и это есть мы. Когда вы поверите в себя, вы станете творцом своего будущего навсегда.